За 13 лет на конвейере Mazda CX-5 успела стать настоящей иконой бренда. Более 4,5 миллиона проданных автомобилей в 2 поколениях, присутствие в сотне стран, результат, который говорит сам за себя, и заслуженная репутация золотой середины среди кроссоверов. 2 года назад судьба модели повисла на волоске. Казалось, что ее вытеснит новая Mazda CX-50, почти такой же по размерам, но с другим акцентом. Однако рынок расставил все по местам. CX-5 оказалась не только востребования, но и помогла Mazda установить рекорд по продажам в прошлом году. Так что идея заменить ее оказалась, мягко говоря, преждевременной. Вдохновившись этим успехом, японцы приняли важное решение – дать зеленый свет 3-му поколению. Японский производитель подчеркивает: перед нами абсолютно новая Mazda CX-5, созданная с нуля, но сохранившая свой узнаваемый характер. Инженеры и дизайнеры собрали воедино весь 120-летний опыт компании, чтобы создать кроссовер нового уровня. Новинка получила просторный салон, удобную и понятную мультимедиа, современные технологии и все, что нужно для безопасности и комфорта. Mazda снова делает ставку на драйв, стиль и внимание к деталям, и, похоже, снова не промахнулась. Как и предполагалось, новая Mazda CX-5 3-го поколения – это эволюция знакомого кроссовера, но изменений здесь достаточно, чтобы считать ее полноценной новой моделью. В основе дизайна – обновленная философия кода, которая делает внешний облик CX-5 еще более выразительным и цельным. Передняя часть теперь выглядит шире и мощнее. Фирменная решетка Mazda Wing эффектно вписана между угловатыми фарами. А вдохновение дизайнеры черпали в принципе кигуми. Это когда в японской архитектуре все держится без единого гвоздя, только на точных соединениях. Этот подход неожиданно нашел отражение даже в элементах кузова и оформлении крыльев. Сзади кроссовер получил новые угловатые фонари. Теперь CX-5 визуально ближе к старшим моделям, таким как CX-70 и CX-90. А вместо привычного логотипа Mazda на крышке багажника теперь крупная надпись Mazda. Обновленный дизайн принес не только свежий внешний вид, но и ощутимо подросшие габариты. Колесная база теперь на 80 мм длиннее, 2815 мм, что дало кроссоверу дополнительные 115 мм в общей длине, доведя ее до 4690. Также модель стала шире на 15 мм, 1860, и выше на 20 мм, 1695, по сравнению с предыдущей версией. Предлагаются колеса диаметром от 17 до 19 дюймов. Дорожный просвет производитель пока предпочел оставить в секрете. Скорее всего, он останется в прежних рамках – от 185 до 215 мм. Дополнительная длина автомобиля позволила увеличить дверные проемы. Теперь садиться и выходить стало гораздо удобнее, что было одной из главных претензий к предыдущей модели. Хотя точные размеры Mazda пока не раскрывает, компания уверяет: второй ряд в CX-5 – один из самых просторных в классе. Также пространство багажника стало больше благодаря увеличенной длине. Теперь покупатели получают дополнительные 50 мм в длине и 25 мм в высоте грузового отделения. При этом высота погрузки снизилась на 15 мм по сравнению с предыдущей моделью. Это отличный бонус, который облегчает загрузку даже крупных и тяжелых предметов. Объем под шторкой вырос с 522 до 583 литров. А если сложить спинки заднего ряда, объем увеличивается до 2019 литров вместо прежних 1638. Подвеска, по сути, осталась прежней, пружинная, спереди стойки Макферсон, сзади независимая многорычажка. Но все не так просто. Инженеры полностью перенастроили ее поведение. В итоге обещают ощутимо больший комфорт и стабильность, особенно на неровной дороге или в поворотах. Рулевое управление тоже подкорректировали. Теперь оно требует меньше усилий и лучше подходит для дальних поездок. Важное обновление. Тормозная система теперь по проводам, то есть педаль тормоза больше не связана напрямую с тормозными механизмами. Все команды теперь передаются электронно. Такое решение, по словам инженеров,
позволяет сократить время отклика и мягко интегрировать рекуперативное торможение, когда стартер-генератор помогает замедлять машину и одновременно подзаряжает батарею. Третье поколение CX-5 для Европы имеет силовой агрегат из Skyactiv-G с 2,5-литровым дефорсированным атмосферным двигателем мощностью 141 силу и крутящим моментом 238 ньютон. К нему добавлен мягкий гибрид, небольшой 24-вольтовый стартер-генератор, который выдает до 7 сил и 48 ньютон-метра, главным образом помогая при трогании с места. Питается этот помощник от компактной литий-ионной батареи емкостью 0,2 кВт-часа. Коробка передач – шестиступенчатый автомат Skyactiv Drive собственной разработки. Можно выбрать между передним и полным приводом. Но стоит отметить, что даже базовая версия заметно прибавила в весе – почти на 200 кг, теперь минимум 1629. Разгон до сотни занимает 10,5 секунды у переднеприводной версии и 10,9 секунды у полноприводной, а максимальная скорость ограничена 195 км в час. Производитель заявляет, что средний расход топлива у переднеприводной версии составляет около 7,3 литров на 100 км, а у полноприводной чуть больше – 7,7 литра. Для рынка США анонсирована версия с тем же 2,5-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем Skyactiv-G. Но без стартера-генератора, классический мотор с мощностью 187 сил и крутящим моментом 200 ньютон-метра. В паре с ним работает шестиступенчатый автомат и стандартный полный привод iActiv, который хорошо знаком поклонникам Mazda. Этот двигатель давно зарекомендовал себя как надежный и сбалансированный вариант. Инженеры Mazda слегка перекалибровали этот силовой агрегат, чтобы он стал чуть отзывчивее и мягче реагировал на стиль езды, обеспечивая более комфортный и гибкий характер движения. В 2027 году Mazda порадует покупателей новой бензоэлектрической версией CX-5. Важно, что в этот раз гибридная технология, полностью своя, созданная внутри компании, а не заимствованная у Toyota, как раньше. Основой послужит свежий мотор Skyactiv-Z с обещанно высоким КПД, который должен сделать езду экономичной и приятной. А вот дизельным версиям, судя по всему, место в будущем Mazda CX-5 уже не светит. С ними теперь точно можно распрощаться. В новом оформлении интерьера кроссовера дизайнеры сделали ставку на современные тенденции, пожертвовав при этом частью фирменного стиля. Панель приборов теперь полностью виртуальная на 10,2 дюйма. В базовой комплектации кроссовер получил центральный дисплей на 12,9 дюйма, а в более дорогих версиях 15,6-дюймовый сенсорный экран, крупнейший в истории Mazda. Новая мультимедийная система работает на платформе Google с интеграцией Google Ассистент и Google Maps. Даже климат-контроль теперь регулируется исключительно через меню медиацентра. Да, мир сенсоров и глянца победил. Физические кнопки у рычага переключения передач исчезли, как и прежний джойстик управления системой и колесо громкости. Однако элементы управления на руле выполнены в виде физических кнопок. На фоне множества современных решений приятно увидеть сохранение традиционного фиксируемого селектора коробки передач, который чудом сохранился. Передние сиденья теперь расположены чуть выше, что добавляет комфорта и улучшает обзор дороги. В списке опций панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема Bose с 12 динамиками. Стоит отметить, в автомобилях с программным обеспечением Google появится новый голосовой помощник на базе искусственного интеллекта. Он позволит управлять функциями машины без помощи рук, просто разговаривая с системой. Владельцы смогут задавать сложные вопросы и вести естественный диалог, а также получать полезные подсказки в процессе общения. Совершенно новый Mazda CX-5 продолжает оставаться эталоном безопасности в своем сегменте. Эта модель давно заслужила репутацию одного из самых надежных автомобилей, подтвержденную престижной наградой Top Safety Pick. Водители могут рассчитывать на мощный набор стандартных и дополнительных систем помощи. Среди них появились новые функции усовершенствованной системы поддержки.
которые делают вождение еще безопаснее и комфортнее. На европейском рынке продажи нового кроссовера Mazda CX-5 стартуют уже в конце этого года. В Германии минимальная рекомендованная цена составит около 35 тысяч евро. Для клиентов из Японии и Америки новая модель появится в 2026 году. Японцы представляют третье поколение, в котором собран весь опыт компании и сохранен характер, полюбившийся миллионам. Новинка предлагает больше пространства, современных технологий и узнаваемый дизайн, стильный, динамичный и в то же время по-японски точный. Mazda CX-5 – это идеальный баланс между практичностью и драйвом, проверенный временем. И с выходом нового поколения она готова продолжать покорять дороги и сердца водителей по всему миру. Ведь когда техника с душой встречается с опытом, получается автомобиль, который хочется водить снова и снова. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.